Снова любуемся на роскошный фарфор. Продолжаем нашу прогулку по ярмарке в Парме, Италия. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Если вы вдруг еще не видели начало нашей прогулки, приглашаем посмотреть видео, ссылочки в описании. Ярмарка в Парме дает редкую возможность прикоснуться к уникальным антикварным и винтажным предметам. Вот, например, композиция, изображающая Купидона с гирляндой из роз и факелом в руках. По модели Ипполита Моро, скульптора из Дижона. Он работал в Париже и выставлялся на Всемирной выставке в 1900 году. Работы Ипполита Моро представлены в нескольких музеях. В музеях? Точно! На ярмарке в Парме, как в музее, только лучше, ведь все можно потрогать и купить. И далеко не каждый музей может похвалиться такими раритетами. После того, как мы надолго застряли в павильоне потомственных антикваров из Рима, об этом мы рассказывали во второй серии нашей прогулки по ярмарке в Парме, мы решили не рассматривать долго каждый предмет, ведь не оставаться же тут месяцами в самом-то деле. Будем заострять внимание на особенно интересных предметах. Вот, например, пиала, богато декорированная золотом. В этой витрине царствует ранний Майсон. Достаточно много пиал и чайниц, банок для хранения чая. Декор в стиле шинуазри. В переводе с французского шинуазри значит «китайщина». Стиль шинуазри отражает представление европейцев о загадочной и далекой культуре Китая. Пик популярности стиля пришелся на 17-18 века, и самые ранние предметы в этой витрине датируются примерно 1720 годом. Вот они, в центре кадра. Шинуазри – это не точное воспроизведение китайских мотивов, а скорее фантазия европейских мастеров, вдохновленные китайскими образцами. Павильон большой, богатый. Посмотрим, какие сокровища скрывают другие витрины. А здесь Майсон более позднего периода, примерно вторая половина XIX века. Возле этой витрины мы встретили коллег из Поднебесной. На второй полке скульптурная композиция от Майсон. В центре кадра композиция «Время», автор Мишель Виктор Асье, скульптор-модельер по фарфору. Он родился и получил образование во Франции, но в Париже в те годы было трудно заявить о себе в области культуры. И когда в 1764 году Королевская саксонская фарфоровая мануфактура в Майсоне искала новых скульпторов-модельеров, Мишель Виктор Асье воспользовался случаем и переехал в Дрезден, столицу Саксонии. С 1772 года он жил в Майсоне. На мануфактуре Асье воплощал в майсонской пластике новые идеи, которые привез из Франции. С его творчеством в деятельности майсонской мануфактуры связан период неоклассицизма. Мишель Виктор Асье считался главным скульптором-модельером мануфактуры Майсон после Йоханна Кендлера. Асье некоторое время работал вместе с Кендлером, в том числе над заказами для императрицы Екатерины II. Интересный факт. Мишель Виктор Асье был прадедом композитора Петра Ильича Чайковского. А справа скульптурная композиция из серии майсонской мануфактуры «Пять чувств». Серия была разработана в 1772 году скульптором Йоханном Карлом Шönheitом. Скульптурная композиция называется «Осязание». Кстати, майсонскую композицию «Осязание» из серии «Пять чувств» мы видели в галерее фарфора в Королевском замке в Варшаве. Приглашаем сравнить. Ссылочка на видео в описании. Йохан Шönheit, автор серии «Пять чувств»,
Учился мастерству у Йохана Кендлера, гениального скульптора майсенской мануфактуры. А на этой полке «Птичье царство» от Майсон и симпатичные фигурки животных. И это тоже Майсон. Парные вазоны для сладостей декорированы изящными фигурами дам и кавалеров, а в центре роскошная ваза, как две ажурные корзины с лентами. А на полке повыше снова предметы в стиле шиноазри, но и не только. Здесь долго вели съемку китайцы. Сахарница от Майсон. Крышка украшена изящным бутоном розы. И смотрите, 4 сегмента росписи. Чередуются букеты цветов и портовые сцены. Любимый декор раннего Майсона. Не Майсоном единым. В этой витрине правит бал Старый Париж. Так называют фарфор примерно середины XIX века от более чем 30 различных парижских мануфактур, которые крайне редко ставили клейма. А вот это роскошь, это же... Стоп! Это же сервиз от парижской фарфоровой мануфактуры Дагати. Мы рассказывали об этой потрясающей мануфактуре в предыдущей серии наших прогулок по ярмарке в Парме. После падения Наполеона Пьер-Луи Дагати вступил в партнерство с мануфактурой отца и сына Оноре, и название Дагати и Оноре использовалось до 1820 года. Очень элегантный сервиз. А это снова Старый Париж, ручная роспись начала XIX века. Красоты в витринах очень много. Делимся с вами самым интересным. Мы постоянно учимся, чтобы показывать вам редкие, уникальные вещи. И нам важны ваши отклики. Поддержите нас лайком, подпиской, комментарием. А если вы кинете монетку на развитие канала, как приз зрительских симпатий, будет совсем здорово. Спасибо за поддержку. Роскошный молочник Старый Париж. Начало XIX века, стиль ампир. Для этого стиля характерны строгая симметрия, обилие позолоты и декоративных элементов. Название стиля происходит от французского слова «empire» – «империя», поэтому стиль ампир иногда называют имперским. Стиль ампир появился во Франции в эпоху Наполеона Бонапарта, а позже насаждался во всех странах, куда император ходил с военными походами. Безусловно, это ручная роспись. Этот роскошный комплект, а скорее остатки сервиза, тоже в стиле ампир. Для этого стиля характерно подражание древнеримскому искусству. Орлы, грифоны, львиные лапы – это все античная символика. Помимо Древнего Рима, источником вдохновения ампира стали египетские мотивы, вошедшие в моду после египетского похода Наполеона Бонапарта в 1798-1801 годах. Тогда вместе с армией Наполеона в Египет отправились французские ученые самых разных специальностей. Художники и скульпторы впоследствии использовали их рисунки, наброски и другие материалы. Этот комплект богато декорирован золотом и украшен ручной росписью. Продавец оценил его в 800 евро. Еще один великолепный образец стиля ампир – чашка с блюдцем от Венской императорской фарфоровой мануфактуры. Вот она, справа. Богато декорирована золотом и цветами ручной росписи. Продавец положил под чашку с блюдцем распечатку из Доротеум. Это один из старейших аукционных домов в мире и крупнейший аукционный дом предметов искусства в континентальной Европе. Был основан императором Иосифом I в 1707 году. Представляете? Из распечатки видно, что чашка с блюдцем датируется 1825 годом и были проданы на аукционе
Стартовая цена 800 евро, а лот ушел с молотка за 3120 евро. И в этой витрине роскошный фарфор от Венской императорской фарфоровой мануфактуры. Изделия этой мануфактуры отличаются исключительным великолепием. И все благодаря разнообразным способам нанесения позолоты. Приглашаем посмотреть предыдущую серию прогулок по ярмарке, где еще больше венских тарелок. А эти изумительные сахарницы с темнокожими фигурками, сейчас их называют блэкамурами, от КПМ, Королевской фарфоровой мануфактуры в Берлине. Это все фарфор от КПМ. На протяжении XVIII и XIX веков мануфактура получила важную финансовую поддержку сначала от прусской короны, а затем от объединенного германского государства. Именно из-за тесных связей с государством название КПМ, наряду с Майсеном, стало синонимом немецкого фарфора, так же как Северский фарфор во Франции и Венская императорская фарфоровая мануфактура в Австрии. Антикварный фарфор от КПМ – мечта коллекционера, особенно если предмет настолько необычен, как этот. Это тремблёз, от французского «trembleuse» – дрожащий. Чашка закрепляется в блюдце со своеобразной корзинкой. Сеньора очень добра и показывает нам тремблёз поближе. Ручная роспись и наличие насекомых делает роспись еще более ценной. Тремблёз выполняет сразу несколько функций. Кроме сохранности напитков, он оберегает чашку, не давая ей перевернуться и разбиться, а также испачкать одежду в случае падения. А еще раньше мы видели тремблёзы других фарфоровых мануфактур на ярмарке в Еленей-Горе в Польше. Ссылочку на наше видео найдете в описании. Покажем еще несколько необычных предметов столовой посуды, которые мы нашли на ярмарке в Парме. Это рюмочная передача. Ее чаще всего принимают за салатницу или вазу. Главной особенностью являются большие волнистые фестончатые края. Использовалась для охлаждения рюмок, в нее насыпали лед. А в Англии рюмочная передача называлась «Монтейт». Вот эта мороженица непременно входила в каждый десертный сервиз XVIII-XIX веков в Европе. Больше о мороженицах и рюмочных передачах мы рассказываем в наших видео о корце, легендарном фарфоре XVIII-XIX веков. Ссылочки на видео найдете в описании. Пожалуй, в этой витрине нам встретились самые удивительные предметы. В переводе с итальянского надпись означает «Майсен, XVIII век». Пара тарелок из Андреевского сервиза, подаренного королем Польши Августом III императрице Елизавете I, царице России. Такой раритет и на ярмарке? Продавцы уверяли, что это оригиналы. Если хотите узнать больше о знаменитом Андреевском сервизе, предметы из которого, к слову, хранятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, пишите в комментариях, и мы постараемся подготовить интересный материал. Кстати, продавцы оценили эти две тарелки в 10 тысяч евро. И в этой витрине тоже царствует Майсон. Хотя форма и декор этих чашки с блюдцем больше характерны для Венской императорской фарфоровой мануфактуры. Именно венский фарфор славится такой богатой позолотой. Рядышком внушительная терина, а на второй полке изящные чашки с блюдцами в форме четырехлистников, а здесь множество чайниц, банок для чая. Все разные, все очень красивые, с рельефом трильяжной сеткой, с росписью, с объемными цветами. А вот тут очень красивая чашка потокрем. Потокрем для подачи десертов. В центре майсенская чайница.
богато декорированная картушами, золотым люстром и орнаментами в форме перьев. В картушах детально проработанные сцены из жизни торговцев и сельские пейзажи, полихромная ручная роспись с богатой позолотой. В такой чайнице не только было удобно хранить чай, она также была украшением стола. И, конечно, сейчас это антиквариат, мечта коллекционеров. Датируется 1740-50 годами. И снова Майсон, роскошные террины, супницы, рогушницы, если их можно так назвать. Это все антикварные предметы XIX века. А если вам интересно, за какую цену продается антикварный фарфор на аукционах, заходите в наш плейлист, который так и называется «Аукцион». А в этом павильоне столько красоты, что тут и года мало, чтобы все подробно рассмотреть. Давайте просто полюбуемся. Очарованной красотой, полные впечатлений и положительных эмоций. Наверное, надо сделать передышку. Вы думаете, это конец истории? Конечно, нет. Ждите продолжения. Спасибо за лайк и за подписку. До новых встреч. Пока. Увидимся.